Всем привет, меня зовут Кирилл, и как мы обещали, у нас новый аппарат в нашей компании. Это очень грандиозная и душещипательная история. Мы познакомились случайно со Стасом, был Ford Focus, мягко говоря, с моей стороны, в плачевном состоянии. Стасян говорит: ребят, интересно, приезжайте, давайте посмотрим. Мы доехали до него, смотрели Ford, он меня более чем устроил. Много там к чему нужно было приложить руки, но это Ford. Мы знаем, что это ликвидная машина, ее привести в порядок, и она уйдет в закат вот завтра. Но наша история не задалась. Мы сидели, думали, как ее пристроить, продать, не продать, звонков особо не было. И вдруг в какой-то момент звонит наш старый друг Стас, говорит: ребята, алло, у меня есть для вас интересное предложение. В общем, у моего друга стоит давным-давно рядом с домом Kia Rio. Дизельная, вы, наверное, такую не видели. Есть проблема, она с лета не заводится. И вот она. Для меня было очень большое открытие. Когда мы приехали, мы начали искать машину. Нам сказали: серебряный Kia Rio стоит рядом с домом. Смотрим, серебряный Kia Rio. Где ты, серебряный? Оказался это он. Человек, который хотел на ней немножко потаксовать, подработать, заморочился и обклеил ее всю в белую пленку, чтобы она могла спокойно таксовать. Но, и даже это ему не удалось. Объясню почему. Когда он обклеил ее, поехал ставить машину на учет и получать какую-то там лицензию, я не знаю, что там надо сделать, сам факт, что он должен был поставить машину на учет и обозначить, что она будет в такси. Мы сказали нет, потому что должен быть серый низ, желтая полоска. Шашка, ладно, это ничего страшного. Короче, не хватало полосок, и ему не удалось ее превратить в таксишную машину. И, в принципе, она даже не была в такси, хотя она в белой пленке. Это какая-то бешеная комплектация для Kia Rio 2006 года. Тут есть люк. Тут есть обогрев передних сидений. Здесь есть кондиционер. Здесь штатная магнитола с AUX, с USB. Тут, в принципе, мне кажется, для такого года просто, все, что необходимо. Да даже и по нынешнему времени, как и делают сейчас Kia Rio в каком дне, это просто какой-то полный фарш автомобиля. И самое интересное, это у нее под капотом. Ребят, серьезно, Kia Rio 2006 года на дизеле. Расход 4 литра по городу и 3 литра по трассе. Может, я там на пару литров туда-сюда приврал, но 4 литра по городу, серьезно? Один раз заправился, полный бак, и ты, в принципе, можешь доехать до Сочи. Короче, мне, в принципе, она реально нравится. Поэтому, чтобы пойти дальше, нам надо ее привести в порядок, забрать, поменяться и двигаться дальше. В общем, первый день мы с ней намучились, но результата никакого у нас не получилось. Юра с нами пробыл целый день. На улице, на секундочку, было минус 20, наверное. Было очень холодно. Юра офигел от холода и в конце дня сказал: ребят, говорит, я очень устал. Сегодня, если заберете, молодцы. Завтра заберете, вы тоже молодцы. Вот вам ключи, вот вам документы. Разберетесь, позвоните, где машина стоит. Для меня это было, мягко говоря, я был в недоумении. Первый раз видим человека, он говорит: вот документы, ключи, я вам доверяю, все, езжайте, занимайтесь своими делами. В первый день было время упущено, это был уже вечер, были огромные пробки, и мы решили все переложить на завтра. С утра мы приехали, забрали ее и привезли в сервис.
Короче, путем нехитрых манипуляций, отогревания всего и вся, машину мы запустили. Едет она очень прикольно. Что ж, я думаю, что это новый подопечный. Итак, что же мы получаем по низу? Рейка тоже новая стоит. А это нам говорили. Рейка? Рейка новые, тяги новые, наконечники новые, кости новые. Передняя ходовка новая. Короче, как будто бы кто-то пытался вложиться в эту машину, да? Да. Итого, что мы имеем по низу? Мы имеем защиту. Да, кто-то обслуживал. Мы имеем спереди стандартную подвеску, немножко ржавую, но много всего нового. Мы имеем ржавое днище, не сквозное, но поверхностное. Не очень приятно, но ничего страшного. Сзади мы имеем балку. Задние дисковые тормоза. Что делать, если вы потеряли шплинт, а ехать как-то надо? Можно же взять гвоздик. Какой размер гвоздика? Я думаю, пятерка? 50-ка. Ну, 50-ка, да. Это гениально. Вращайте барабан. Я считаю, это гениально. Машина ожила, наверное, ну, к вечеру она уже была, ну, не на полном ходу, но как минимум она заводилась. Перечень недостатков мы бегло, наверное, даже на одной руке можем перечислить, но мы приняли решение, что она нам подходит, мы готовы меняться. Если забегая вперед немножко, мы забрали ее, отдали Сузуки, и нам Юра доплатил 30 тысяч рублей. Меня могут сейчас задавить нашей предыдущей машиной. Мы ее отдали, мы очень рады. Нам отдали Рено, который мы уже в принципе начали. Чего? Нам отдали Kia, а не Renault. Нам отдали Kia, я его почему-то путаю, не знаю, все время путаю, хочу сказать, что вместо Kia у нас Рено. Саня даже сам надо мной прикалывается, что мы в следующую машину возьмем Рено, чтобы ты перестал путать. Хотя я уверен, что я ее начну Kia называть. Ну, это психологически, это уже не лезть. В общем, мы с ней прощаемся, мы отдаем ее реально в хорошие руки. Пацаны, ну, реально мировые. Прямо, знаешь, как будто знакомы. Ну, всю жизнь с детства росли вместе. Вот без всяких каких-то задних мыслей. В общем, дай бог им дороги хорошие. Будет служить верой и правдой. А мы будем двигаться дальше. Нас ждет веселая ночь, потому что расклеить Рено — это целый квест. А, да, я забыл. Это не Рено, это Kia. Мы с чем столкнулись? Первое, это был самая большая трудоемкая работа. Мы ее расклеили. Она была в белом цвете, мы ее расклеили. Была очень жутко дешевая пленка, которая оставляла после себя огромное количество клея. Мы потратили день, наверное, чтобы все это привести в порядок, и 2 дня, чтобы оттереть клей. Никогда даже не снимал пленку. У нас есть, кстати, профессионал Серега. Можно будет к нему обращаться, он с радостью вам всем поможет. Оказывается, это дело очень непростое. О, смотри, какая штука зацепилась. Что, парни? Чего? Ты понял. Такие вещи лучше, Что? чтобы как клей отдирался вместе с пленкой. А Надо как? отдирать вот под углом 45 градусов. Подожди, ну а тут ты как? Она уже вздулась, видишь? Вот ты изначально пошел неправильно. Да нет, она вздулась. Куда? Вы, видишь, она здесь. Она ушла. Вон, видишь, там воздух. Я сперва думал, что отдирать пленку — это как лопать шарики. Знаешь, вот это обертывание бумаги так успокаивает. Ни хрена это не успокаивает. Только что был экспресс-курс, под 45 градусов надо тянуть, да? В другую сторону. Она стала какой? Серебряной. Блин, когда на видео смотришь, кажется, что так все просто. Ты просто тянешь, и все само уходит. Все вот прям просто так. 1, 2, 3, 4, и вся машина расклеена. Это адская работа. Это серьезно, это, блин, все ногти, все пальцы, как будто, не знаю, опухли, затекли, как будто меня пчелы покусали. В общем, потерь мы не избежали. Потери есть.
задний бампер оторвался вместе с краской. Клея осталось столько, что, мне кажется, эта машина может склеить кого угодно. Я приехал сюда утром, полный энтузиазма, и думал, что... Блять, так хорошо все изначально пошло, а сейчас 8 часов. Анонизмом я занимаюсь. Вот кто-то... Я настолько люблю эту машину, что натираю каждый сантиметрик. В общем, если я когда-нибудь еще предложу идею купить машину в пленке, отговорите меня, пожалуйста, а? В общем, короче, это адский труд. Серьезно, адский труд. Когда мне кто-то сказал, что для того, чтобы... Не для того, чтобы кто-то сказал, что снять пленку стоит от 20 до 30 тысяч рублей, и типа это еще нормальный, адекватный ценник, я так поржал, сказал, да, 30 тысяч рублей я буду каждый день машину расклеивать. В общем, поменяли топливный фильтр, расклеили ее, помыли. Ну что, дело близилось к чему? Естественно, к тесту. Тест проводил мой любимый друг Саня. И я прямо закрываю глаза и могу полностью описать эту картину. Я выезжаю на СВХ и спокойненько еду в своей манере, никого не трогаю, там чуть-чуть залипаю в телефоне. И вдруг какой-то бешеный Kia Rio пулей пролетает мимо меня, и звонок. Алло, Кирюха, машина просто наваливает. Просто это она такая мощная. Мне кажется, Сузуки рядом с ней не стояла. Да, Сань, все, красавчик. Молодец, тестирую. Я поехал домой. Это было 2 часа ночи. Все. Положил трубку, уже подъезжаю к дому. Кирюха, что-то она заглохла и больше не едет. Я говорю, Сань, уже поздно. Брось ее где есть, поехали домой. Все, не до нее. А следующее утро мы должны были встретиться на базе. Алло. Кирюх, что-то она больше 2500 оборотов не едет, и расход топлива по заявленному 5 литров увеличился до 12. Какая-то фигня. Наш тестировщик просто положил турбину. Вал турбины лопнул, и ее заклинило. Ну что, это не то, что непредвиденные расходы, да, как бы что-то было в это заложено, естественно. Никто не мог это подразумевать, никто не мог это даже просчитать, подумать. Мы поехали, купили новый картридж, сняли турбину, ее перебрали, поставили. В общем, если подводить итог, а я подведу итог, если вы не против, как всегда со своей шпаргалочкой, что мы на ней сделали? Давайте кратко, бегло подведем итог финансовый, как мы любим. Если мы открутимся назад и узнаем, что наш Сузуки, в предыдущих сериях вы можете посмотреть, что мы с ней делали, вот тут ссылочку Саня сделает, он обещал когда-нибудь начать их делать, она будет вот тут. Сузуки нам обошлась в 260, округлим, 267 тысяч рублей. 266 616, если быть точным. Вычитаем эту сумму, из этой суммы, вернее, 30 тысяч рублей, значит, себестоимость, по которой мы забрали, 236 616. Вот за эту сумму нам зашла эта машинка.
Потом мы купили АКБ, мы поменяли турбину, мы заплатили за эвакуатор, но это было из области, поэтому эвакуатор стал дорого, 5000 рублей. Что еще? Фильтр, турбина, мойка, работа. Расклейку мы делали самостоятельно, поэтому нам потребовались только какие-то растворители, чтобы убрать клей. И моя карта тройка, но она бесценна. Я не могу ее никак оценить, потому что если вы хотите снять клей, карта тройка, она идеально это делает, ребята. Просто вот вы когда будете что-то расклеивать, попробуйте, вам понравится. В общем, совсем про всем, эта машина нам обошлась в 268 тысяч рублей, ну, с копейками. В общем, у нас получилась вот такая сумма. Мы ее уже выставили, помыли, привели в порядок. Маленькую химчистку марафет тоже навели. Прошла неделя, но, к сожалению, пока еще она своего нового хозяина и счастливого обладателя не обрела. Поэтому я думаю, что когда это видео выйдет, она еще будет в продаже. Ну, почему-то я так чувствую. Так что звоните, пишите в директ. Ну, естественно, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, пишите комментарии. Обнял. До новых встреч.